Всем привет! Как я обещал, сделаем сегодня сравнение между этими двумя автомобилями. Во-первых, это один же концерн Great Wall. Это у нас танк 300, более премиальный бренд, и Haval H9. В принципе, они по размерам почти одинаковы, хотя H9 лучше сравнивать с танком 500. Но тут, конечно, он объективно проигрывает во всех моментах. Но здесь как бы есть моменты, где этот лучше и где этот. Так что мы сегодня сделаем такое сравнение по баллам. То есть по каждому пункту, где один из них окажется лучше, мы добавим балл конкретному автомобилю. Начнем с внешнего вида. Ну, тут, конечно, очень субъективно. И даже насколько сильно мне нравится танк 300, Haval H9, я думаю, тут выигрывает, потому что он более такой универсальный, имеет такой современный внешний квадратный вид. Поэтому здесь добавляем балл Haval. По поводу фар, тут B-LED линза, а здесь LED и дальний, и ближний отдельно. Поэтому здесь не поставим баллу ни одному из них, но пусть будет это отличие тоже засчитано. По поводу оффроуд качеств. Хорош и этот, но тут, конечно, форма кузова, свесы и так далее у танка намного лучше. Поэтому балл танку. Дальше. Вот эти накладки. Из-за них, скорее всего, он проигрывает в внешнем виде, но зато он сильно защищен вот именно из-за них. Особенно на оффроуде, как бы эти накладки сильно спасают. Поэтому балл тут танку поставим. Размер салона и вместительность. Конечно, тут пункт Haval, потому что здесь он намного больше. Опять же, за счет вот этих накладок, вот такое расстояние, танк именно становится уже. А этот больше по размерам внутри. Давайте посмотрим, какие плюсы, минусы теперь внутри. Ну, во-первых, это у нас 7-местная версия, да? Из-за этого поставим плюс Haval, потому что танк у нас только 5-местный. По поводу багажника ставим плюс Haval из-за того, что он намного больше, да? Но минус или плюс танку, потому что у танка получается абсолютно ровная поверхность, а тут имеет такой уклон. Поэтому здесь танку плюс. По поводу розетки в багажнике. 220 имеет и Haval, и танк, но Haval имеет розетку на 400 Вт. У танка только 120 Вт. Задняя дверь тоже тяжело закрывается, но у Haval все-таки чуть-чуть легче, чем у танка. У Haval есть вот такой аксессуар, но у танка тоже есть столик. То есть это внешний столик, а у танка нужно снять пол багажника. Лично мне кажется тут паритет, но вы пишите в комментариях, что вы думаете, какой вариант вам нравится больше. Но что мне нравится больше у танка, что запаска. Запаска более доступна, и она не свисает вот здесь. Это опять же минус на оффроуде, и вообще мне никогда не нравилось, когда запаска стоит под автомобилем. У танка, я считаю, лучше. Дальше. У Haval есть датчики мертвых зон. У танка их нету. Плюс Haval. По поводу посадки за рулем. У Haval мне субъективно кажется намного комфортнее. Ну, если не намного, но все равно комфортнее. Плюс Haval. Круиз-контроль адаптивный. У Haval регулируется отсюда, у танка есть отдельный рычажок. Мне кажется, удобнее как
у танка, потому что так и у мерседесов, и как бы мне лично это привычнее. По поводу торпеда. Вот тут у нас два экрана, один большой, один маленький, а у танка два одинаковых. Здесь, я считаю, у танка лучше, плюс поставим ему. Дефлекторы вентиляции. У танка они поприятнее, более премиальные, поэтому плюс танку. Вид изнутри салона, мне кажется, у танка лучше, но опять же это субъективно. Но я поставлю плюс танку. По поводу мест для хранения. У Haval их намного больше. Вот здесь, тут тоже, здесь, 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 здесь и здесь даже. То есть тут бал Haval. По поводу камер 360. В принципе, они хороши у обоих. У Haval чуть-чуть побыстрее отклик, но качество все-таки, мне кажется, чуть-чуть лучше у танка. Климат-контроль ставим плюс Haval, потому что у него трехзонный, у танка только двухзонный. Передние сиденья. У Haval они имеют и массаж полноценный, то есть с много разными режимами. И у пассажира тоже есть. У танка есть только водительский массаж, беспроводная зарядка. Опять же плюс Haval. Она тут есть, у танка ее нету. У Haval панорамная крыша, а у танка только люк. Тут поставим плюс Haval, но все-таки для меня, опять же субъективно, лучше, когда только люк, чем панорамная крыша. Из-за того, что это внедорожники, и они должны иметь максимально жесткую конструкцию кузова. Материалы в салоне. В танке намного все мягче, даже вот здесь на торпедо, поэтому плюс именно ему. Про переднюю блокировку тут скажем, плюс именно танку, она тут есть, у Haval только задняя блокировка. Эти передние часы ставим плюс танку, потому что они есть, и это более премиально, чем без них. Ambient Light, то есть подсветки салона, тут она есть, разноцветная, ее можно поменять как вам угодно, а в Haval ее нету, так что плюс танку. Музыка Infinity с сабвуфером в танке, а в Haval просто музыка, то есть плюс опять же танку. Полный привод у танка part-time, а у Haval получается автоматический полный привод, есть только пониженная, то есть между 2 ВД и 4 ВД он сам выбирает. Кто-то скажет, что плюс в Haval, потому что он более универсальный для города. Кто-то скажет, как я, что лучше в танке, потому что это part-time и это реальный брутальный полный привод. Поэтому тут оставим паритет. Я поставлю плюс в Haval вот этой нише. Здесь спрятана USB и розетка 12 вольт. И вообще тут все спрятано от всего салона. Конечно, вы можете сказать, что это минус, потому что нету доступа для пассажира. Но вот так субъективно я поставлю плюс. И в конце концов можно рассмотреть колеса. Тут я поставлю плюс танку, потому что они более мягкие. Если вы скажете, что они лучше выглядят, этот плюс мы уже ставили Haval по внешнему виду, поэтому плюс танку из-за колес. Они реально больше резины имеют и они комфортнее. Еще один плюс танка, что этот пластик не так сильно царапается и можно наступать на этот бампер. А вот у Haval тут сложнее, потому что он, во-первых, побольше и он глянец, то есть его поцарапать легче, чем в танке. И в последнюю очередь хотел бы упомянуть про цену, потому что танк на больше чем 10 тысяч евро доступнее по цене, чем Haval, но учитывайте, что тут Haval дизельный, а танк бензиновый. С этой точки зрения не поставим плюсы, минусы никому, потому что кто-то предпочитает бензин, кто-то дизель, кто-то 8-ступенчатый автомат, кто-то 9-ступенчатый автомат и так далее. Это оставим на усмотрение ваше. Так, пишите в комментариях, что вы выбрали бы вы. Лично мое сердце смотрит в сторону танка,
но Haval мне тоже очень сильно нравится. Так что пишите свои комментарии, будет интересно почитать. И не забывайте подписаться на канал, ставить лайки. И всем пока.